Привет, привет, дорогие аудиолюбители! Сегодня я вам хочу представить суперкомпакт Edifier модель R990BT. Простите за пляжный вид, хочу на море хочу, поэтому начал с одежды. Итак, колонки маленькие, но деревянные колонки от Edifier для настольного применения. Это не супер аудиофильское изделие. Это убористая система, но способная воспроизводить полный формат звукового контента. Давайте вскроем и посмотрим, что там внутри. Что скрывается в этой огромной коробке, кроме вот этих вот колонок? Вот перед нами это оригинальная упаковка все-таки, а то была транспортная упаковка. Давайте-ка я ее открою и вам покажу детальнее. Итак, мануал. И набор кабелей. Вот давайте с него и начнем, чтобы два раза не вставать. Сразу скажу, что кабели от Edifier являются довольно высокого качества для этих систем. То есть необходимого и достаточного качества для полноценной работы колонок, к которым они прилагаются. То есть не надо от них требовать каких-то аудиооткровений, но лучше не будет, если вы замените это на супер-пупер другие кабели. Итак, сигнальный кабель 2 RCA на мини-джек. Акустический кабель тончайший, однако довольно плотный для соединения колонок между собой. И сигнальный кабель 2 RCA на 2 RCA. И сетевой кабель, понятное дело, без которого никуда. Ну и две колоночки, разумеется. Одна и вторая. Давайте-ка рассмотрим обе по отдельности. Где у нее вход? Вот здесь у нее вход. На редкость удачно мне удалось ее открыть, не порвал. Ага, активная колоночка Edifier R990BT. Ну, давайте рассмотрим. На передней панели, закрытой грилем с лейбочкой Edifier металлической, мы видим ножки резиновые. Однако они не цепкие такие, а очень гладенькие. Но, тем не менее, они предназначены для амортизации колонки, для отсутствия дребезга, и чтобы она не ползала по полу в процессе воспроизведения. Кстати, вот серийный номер здесь вытеснен, не знаю, видите вы или нет. Хотелось бы вам это показать. Видимо, это говорит об оригинальности конструкции. Да. Ну и на задней панели сразу перейдем к делу, так сказать, об активе этой колонки. Сетевой кабель подключается сюда. Включателя питания я не вижу, его функции выполняет вот этот многофункциональное устройство. Вот эта кнопочка сопряжения и управления Bluetooth. С помощью нее, сразу заранее могу сказать, можно отключить Bluetooth во избежание воспользования этой опцией злоумышленников соседей. И два RCA пары, две пары RCA входа в Line-In 1 и Line-In 2. Многофункциональная кнопка и управляет громкостью, и включает питание, и переключает входы с линейного вот этого на Bluetooth, собственно говоря. Что касается грилей, съемные ли они? Да, я думаю, съемные. С тем, чтобы полюбоваться динамиками, да, ну гриль, видите, он пластмассовый, ну и с акустически прозрачной натянутой тканью выглядит довольно по-богатому. Собственно, сами колонки. Ну, понятное дело, 4-дюймовый мид-бас и, как тут написано, 1-дюймовый шелковый купольный твиттер с фазовыравнивающим телом спереди пришпиленным. Ну и порт фазоинвертора и
окошечко, которое, во-первых, индицирует подключенный вход, режимы работы. И вот такая вот колоночка. Это колоночка активная, и вторая колоночка пассивная. Давайте-ка вам покажу пассивную колоночку, тоже вскроем ее. И вот, собственно, пассивная колонка, которая отличается от активной, вы сами понимаете, чем, и в соответствии с этим L, кстати, здесь написано, видимо, ее надо подключать левой. И клеммы, зажимные клеммы для подключения акустического кабеля для соединения ее с активной колонкой. Вот такая пара колонок и будет поставлена на стол по краям стола, предположим, монитора или что у вас имеется. Она будет выглядеть примерно так, как, собственно, показано и на видео, которое я вам здесь предлагал все это время обозреть. Такие дела. Давайте я вам расскажу, что написано в документации на эту акустическую систему. Попробуем проанализировать ее возможности. Итак, веб-сайт компании Edifier, вы видите в адресной строке его адрес. Именно это является официальным сайтом этой компании. Представляет сайт эту модель 2.0 активная мультимедиа система. Давайте переведем на русский язык, чтобы нам было удобнее читать. Итак, 2.0 акустическая система с общей выходной мощностью 24 Вт. Используется 4-дюймовые мидбас динамики, 1-дюймовые шелковые купольные твиттеры. Признаться, на вид они не похожи на 1-дюймовые, они как раз похожи на полудюймовые, но, может быть, я чего-то не знаю просто. Ну, понятно, порт возле инвертора. Bluetooth версии 5.4. Очень удобно, 2 входа, 2 пары входов RCA для подключения аналогового источника сигнала. Много звуковых эффектов для музыки, но их можно использовать только с приложением Edifier ConX. Кстати, довольно приятное приложение, поддерживает много колонок Edifier и имеет действительно много опций. Эта модель выпускается только в черном цвете, как вы здесь видите. Вот увидите, как они смотрятся в интерьере, эти колонки. Вот на столе вокруг монитора тоже немного места занимают сравнительно. Bluetooth описано какой версии, еще раз, может кто не понял. Двойные входные порты. Множественные звуковые эффекты, еще раз, это с приложением Edifier ConX. И тут еще раз о нем упоминается. Видимо, особо больше нечего так сказать. Давайте рассмотрим сразу параметры. Итак, 12 Вт на канал. Соотношение сигнал-шум никому не нужно. Версия Bluetooth 5.4, вес почти 3,5 килограмма. По чувствительности можно посмотреть. Видите, линейные входы отличаются по чувствительности, то есть по одному будет звучать чуть тише, по-другому чуть громче, и этим можно пользоваться при подключении разных источников сигнала. Ну и габариты колонок, которые многим гражданам важны. Ну и частотный диапазон заявлен от 60 Гц до 18 кГц, что, в общем-то, резонно для колонок начального уровня вот такого вот формата. Такие дела. Ну что ж, параметры, в принципе, весьма достаточны для такой маленькой системы. Это малыши, прошу быть снисходительными, не нужно от них требовать чего-то больше, чем они, на что они рассчитаны. Давайте послушаем, как звучит на этой системе сначала набор барабанов, которые более эффектно подают материал, качество звучания этих колонок или хотя бы характер звучания этих колонок. А во-вторых, послушайте старый набор треков, мой старый набор треков. В другом видео вы можете послушать новый набор треков с более продвинутой музыкой, с более интересным качеством, хорошим. И делайте свои выводы.
Ну что ж, друзья, вполне ожидаемо эта акустическая система может быть оправдано ее применение на вашем рабочем столе, если вас устроит этот формат, эта цена, это звучание, которое я вам донесу косвенно через свои микрофоны, чтобы вам хоть как-то подать аромат звучания этой небольшой акустической системы. Однако с современными параметрами, очень современной начинкой и, видимо, соответственно, адекватной цене. Затем прощаюсь. Auf Wiedersehen, дорогие друзья.